ребята. Сегодня удачная погода у нас. -7, солнышко, снежный сад. Всю неделю снег валил. На охоту не собраться никак. Но решил сегодня покулинарить. Сегодня будет у нас капуста с копчеными ребрышками в афганском казане. Ну что для этого нужно? Конечно, капуста. Кочанок капусты. Весь не будем использовать. Часть копченые ребрышки свиные. Пара морковин. Картошка и 2 небольшие луковицы. Масло. Я использую подсолнечное. Перец горошком. Перец молотый. Ну, небольшая баночка томатной пасты. Ну, самое главное, конечно, афганский казан. Ну, для настроения еще темное пиво, старый мельник. Да, еще нужен помощник. Без него вообще тут никак ничего не происходит. Вот он, помощник. Сидит и наблюдает, как я буду готовить. Потом снимет пробу, конечно. Если не понравится, покусает. Вот, даже отвернулся, когда про него говорят. Да, Туман? Туман, про тебя говорят. Да. Волосатая морда. Да. Сегодня будем готовить в афганском казане капусту с ребрышками копчеными. Ты их потом будешь кушать. Да. Ну что, для начала, я думаю, надо почистить картофель. Ну, объяснять не буду, как. Все знают, как почистить картофель. Могут обычным ножом, могут картофельным. Такой, с прорезью. У меня как-то не получается с тем ножом. Предпочитаю обычным. Ну вот в таком духе. Первый пошел. Так, картошка почищена. Возьмемся мы, наверное, за морковочку. Морковочку без разницы. Оп, качан поехал. Куда пошел? Морковочку, ну да, без разницы. Можно на крупной терке натереть. Можно порезать просто ножиком. Я как бы разрежу на 4 части каждую. И потом небольшими дольками. Типа вот так. Вы можете полукольцами. В принципе, она вся разварится в афганском казане. И то, что она вот крупно вот так порезана, значения никакого не имеет. Так, морковочка готова. Засыпаем в какую-нибудь посуду. Ну и теперь обычно как морковка с луком идет. Или лук с морковкой. Поэтому чистим лук. Это, как два близнеца. Друг без друга жить не могут. Если морковка в блюде есть, то и лук должен быть. Я, в принципе, раньше не особо любил лук. И старался его как можно мельче порубить. И такой типа зажарки сделать. Но это для супов. Ну вот уже порезался. Бывает.
острые ножи. Ну, значит, будет капуста с копчеными ребрышками. Ну, картошка, само собой, тоже с кровью. Кто любит лук, тот, в принципе, может добавить не как я тут 2 небольшие луковицы. Ну, блин, полкило какого-нибудь лучка. Так, эту сторону. Ну, я нарежу такими вот полукольцами. А потом еще немножко порублю его. Типа вот так. Он потом распарится, его, в принципе, не будет видно вообще. Будет только чувствоваться его вкус. Легкий вкус, потому что, ну, его немного я добавил. Еда должна быть пахнуть едой. Поэтому все добавляем в меру. И натуральное. А то многие сейчас любят масло рафинированное подсолнечное, то есть без запаха. А потом, ну, ё-моё, еда ничем не пахнет. Невкусно. Начинаем сыпать приправы. Так вы же, блин, изначально уже испортили. Сунули туда нерафинированное масло. Ну вот, лук есть. И его к морковке. Так, что у нас по плану? Ну, теперь самое главное. Качан капусты. Немножко очистить от вязших листьев. Потому что качанок в ожидании приготовления месяц лежал дома. Немножко подзавял. Все как-то не получалось приготовить. Уже купил его с нацеливанием на то, чтобы сделать с копченостями. И как-то руки не доходили все. Ну, теперь все будет в порядке. Качан дождался своего часа. Я думаю, он рад, что его употребят по назначению. Ну, вот как бы все чистенький. Так, вкусный, нет? Можно кушать. Витамины. Да. Так, ладно, это на закуску. Это начнем резать. Так. Ну, типа так. Как на засолку. Так, сейчас я это все дело в тазик положу. Так, морковка с луком в сторону. Тазик готов. Поехала капуста в тазик.
принципе, можно даже нашинковать побольше, сделать салатик. Так, еще кусочек. Так, капуста готова. С капустой, в принципе, можете нашинковать и больше. Ну, не влезет, скажем, в ваш казан. Ну, в зависимости от объема. У меня 15-литровый. Ну, сделайте салатик. Так, картошка. Я ее делаю на 4 части и потом на кусочки. То есть довольно крупная. Мелко не делаю. Так вкуснее будет. Она приготовится нормально. Вот в таком духе. Маленькая тут вообще 4 кусочка. Сейчас, в принципе, уже подготовка закончилась, можно сказать. Дошинкую, дорежу, вернее, картофан и будем делать закладку. Еще пару картофелин. Туман у меня уже тут дербанит капустные листья по снегу. Тоже мне помощник, блин. Так. Ну вот, последняя картофелина. Чуть палец не отрубил. Был бы сегодня было бы блюдо с пальцем. Так, есть. Ну вот, как бы. Так, что у нас дальше по плану-то? По плану у нас закладка. Так, а самое главное, это я забыл про пиво. Оп, good sound. А то без него вообще никак. Отлично. Так, пробка закручивается. Нормально. Закладываем казан. Так, снимаем рычаг. Крышка. Казан чистый. Закладываем картошку и капусту. Так, чуть-чуть картошки. Капуста. Можно, конечно, ее пожмыхать, сок даст. Но это не принципиально, она там нормально тоже даст сок. Блин, холод. -7. Руки мерзнут. Ну вот. Чуть-чуть положили. Теперь мы ложим ребрышки. Ребрышки. Еще даже не разморозились. В морозилке лежали. Ничего, разморозится внутри. Ну а теперь остатки картошки с капустой туда. Капуста как бы будет сок давать. Ну и пропитывать, само собой, ребрышки. Закладываем не полный казан, на 2/3, чтобы место для пара осталось. Иначе все это дело превратится в фугас. Нам тут фугас в огороде не нужен. Афган уже давно закончился.
Хотя воспоминания свежи, как вчера. Ну, кто был за речкой, тому не надо объяснять. Ну вот, у меня даже получилось не больше, чем 2/3. Но так как все это дело рыхлое, это усядется и будет нормально, будет 2/3. Есть. Теперь засыпем туда немножко перца горошком. Ну так, примерно 2 чайные ложки я положил. Ну и молотого. Молотого тоже где-то чайную ложечку. Даже больше получилось. Ну, как бы с горкой чайной ложкой. Есть. Ну, соль по вкусу. Я положу вот такую чайную ложку с горкой. И еще одну. Я много соли не люблю. Предпочитаю здоровый образ жизни. Если что, потом можно добавить. Но я обычно не добавляю. Теперь нам нужно сверху положить томатную пасту, ну и залить водичкой. Томатную пасту я выложу и залью столько же воды и туда. Влаги будет достаточно, потому что сама капуста тоже сок даст. Плюс картошка, она же тоже воду содержит. Ну-ка, открывайся. Оп. И тогда с помощью ножа. Оп. Не хочет. Вторая попытка. Ну вот, воздух зашел. Можно открывать. Закладываем. Можно, конечно, использовать помидоры. Но где их взять сейчас нормальные помидоры зимой? Есть, конечно, в магазинах помидоры, но они без запаха. Так что томатная паста тоже нормально пойдет. С томатной пастой еще хорошо делать этот самый томатный сок. Быстро и дешево. Ну вот в таком духе. Так. Сейчас я схожу за водичкой. Потому что воду я не принес. Холодно, замерзнет. И продолжим. Так, вода есть. Почти томатный сок. Заливаем. Есть. Ну и финальный аккорд.
маслица подсолнечного. Как бы так. Так, томатная паста есть. В принципе, надо было наоборот. Лук с морковкой туда, потом сверху томатная паста. Ну что делать? Оплошался. Ну что, лук с морковкой, он тоже как бы содержит воду. И он пойдет вниз. Ну, сок, вернее, с него. Ну, вообще, все полное. Так. Сейчас мне нужно взять ложечку немножко и немножко так сделать. Эх, переборщил я от жадности. Ну, думаю, все равно все будет хорошо. Ну вот, как бы морковка с луком, с томатной пастой и капустой перемешается. И все будет хорошо. Не может быть не хорошо. Так. Томатная паста. Ну что, я запаковываю. Рычаг. Закручиваем без фанатизма. Есть. Ну все, разжигаю печку. Ну вот, печка зажглась. Ставим казанок. Ну, типа так. Клапана работают в свободном полете, как говорится. Ну и ждем 3:30. Я думаю, часика будет достаточно на приготовление. Вернее, он еще должен закипеть. Пар из клапанов должен пойти немножко. И тогда на командирских отмечаю время и час. В общем, ждем. Проверяющий тут ходит, ищет в огороде что съестного, вернее запахи. Собака охотничья все-таки. Ну вот, процесс идет. Там все кипит. Клапана об этом сообщают. Правда, еще не вырывается отсюда пар. Ну, в общем, с этого момента можно засечь 1 час. Я пока, с вашего позволения, обмою это дело хорошим темным пивом. Старый мельник. Осталось подождать 1 час, и все будет. Будет очень вкусная еда. Снимать невозможно. Чуть ближе подойдешь, как бы тепло на объектив идет и сразу запотевает.
у меня как бы фильтр сверху стоит, где вот стеклышко запотевает, сразу мутно становится. Вот. Что мне нравится в этом казане, так это вот это внизу свечение, когда вот вечером готовишь на костре, очень классно смотрится. Стемнело уже не по-детски. Но северная страна, что делать? Темнеет быстро. Процесс идет. Еще полчасика и будет готово. Клапана работают как маленькие паровозики, выпускают пар. Пахнет капустой. Ну, когда крышка откроется, запах вообще будет обалденный. Я даже пиво домой унес, потому что уже почти 10 градусов мороза. Замерзает в бутылке. Вот так вот. А красота-то какая. Зимний сад. Даже в свете фонаря. Вот так. Маленький паровозик. Клапан работает. Все готовится. Ну что делать? Надо ждать. Хочешь вкусно покушать? Жди. Вон даже шеф-повар в ожидании еды. Холодно. Потрухивает по чуть-чуть. Сегодня домой возьму. В будке будет мерзнуть. Да, Туман? Да. Да, мой хороший. Сегодня ты будешь дома, да. Да. О, мой паровоз работает. Совсем закипело внутри. Ну, еще 10 минут и будет готово. Ну вот и все вроде как. Я уже не подкидывал. Огонь тухнет. Ну, пар еще идет из клапанов. Процесс продолжается. Но время уже подошло к концу. Часик прошел. Так что наша капуста с копчеными ребрышками и картошкой готова. Можно снимать с огня. Сейчас сниму с огня. Подожду, пока выйдет давление, снимется пар. И будем пробовать. Снимаю. Вот казанок еще доходит. Пусть давление упадет. Тогда буду вскрывать. Пока я схожу за тарелочкой и за хлебушком. Вы пока попейте чайку. Ну что, господа, вам интересно, что внутри? Мне тоже, я уже заждался. Но еще немножко есть давление. Можно, в принципе, в наглую выпустить. Ну вот и все. Так, сейчас я это дело поставлю на снег вниз, чтобы фонарь виден был. И посмотрим, что внутри. Ну что, я вскрываю. Так, резиночка, не пропадай. А запах-то, ё-моё. Ну вот, если кто переживал, что я положил полный, а надо как бы 2/3 от объема,
Ну, как я уже объяснил вначале, что капуста, она пушистая была, и поэтому и был полный. А сейчас все это дело утрамбовалось, тем более ребра еще так вот лежали, ну, и поэтому объем был большой. Вот сейчас реально даже меньше, чем 2/3. Сейчас я покажу. Ну вот, видно, что 2/3 от объема. Так, где наш фонарь? Вот. Вот такая вкусняшка. Пар идет, объектив потеет. Ну, вернее, стекло, которое у меня, фильтр в камере. Сейчас я наложу себе в тарелку и покажу. Итак. Так, капуста, морковка вижу. Где наши ребрышки? Надеюсь, никто их не забрал. Ребрышки посередине, насколько я помню, были. Вот маленький кусочек ребрышка. Так, доставайтесь уже. Ох, какая вкусняшка. Так, а теперь я еще хочу... Снизу у меня была картошечка. Немножко картошечки. Вот как бы так. Так, еще ребрышки. Это и от жадности. Вы не представляете, какая это вкуснятина. Вот ребрышки, ну, вместе с костями, они просто разварились. Вот я люблю кости глотать куриные, мягкие. А это вот свиные ребрышки. И кость, блин, также разварилась, что как куриные можно хавать. Кости, в принципе, полезны. Много там всего интересного для организма. Когда жесткие, ну понятно, там зубы ломаешь и так далее. Когда вот так разварились, то можно употреблять в пищу. Сейчас уже минус 11. Горячая пища на морозе. Это ни во что не сравнится. Охотники, рыбаки, ну туристы меня поймут, кто вот готовил на морозе. Жаль, что видео не передает вкусы. Вы бы оценили. Все, будем закругляться. Пойду я в тепло. Покормлю сначала своего Собакевича по-быстрому. И запущу его тоже домой. А то в будке, я думаю, минус 15 каких будет. Будет мерзнуть. Где он тут ходит? Туман, иди покажи. Под занавес. Да, вот он. Все. Если понравилось видео, ставим палец вверх. Ну, если нет, ну что делать, вниз тогда. Встречаемся у афганского казана в следующем видео.